Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Загадочное исчезновение Калли Полтон под окнами собственного дома. Как прогулка на велосипеде навсегда изменила жизнь семьи Полтон. Каллиан Полтон была очаровательной 4-летней девочкой. Она жила со своей матерью Джуди Гиффорд Тош в пригородном жилом комплексе на Глисон-Сёркл, расположенном в лесу в Рочестере, штат Нью-Йорк. Калли была единственным ребенком в семье. С ее заразительным смехом, длинными светлыми волосами и ямочками на щеках она была ангелом для своей матери. Теплым вечером 23 мая 1994 года, около 18:45, Калли спросила маму, можно ли ей покататься на своем велосипеде. Было еще светло, и другие дети играли на улице, поэтому Джуди согласилась и сказала дочери, что она может выйти покататься на велосипеде, но только если никуда не будет отходить от дома. Обрадованная полученным от матери разрешением, Калли каталась по тротуару перед их домом. В это время Джуди торопливо вставляла вкладыши в журналы, которые ей предстояло развести вечером. Женщина работала на 2 работах, чтобы накопить денег и отвезти Калли в Диснейленд следующим летом. Через несколько минут после того, как девочка вышла, Джуди закончила с журналами и была готова погрузить их в свою машину и начать развозить. Но когда она вышла наружу и позвала Калли, ответа не последовало. Слезы тут же наполнили ее глаза, так как мама интуитивно поняла, что с дочерью что-то случилось. Началась паника, и Джуди стала выкрикивать имя Калли по всей округе. Соседи также начали отчаянно искать пропавшую маленькую девочку и ее велосипед. По словам Патрика Кроу, следователя офицера шерифа округа Монро, примерно через 20 минут после начала поисков пропавшей Калли, ее мать увидела соседа, 25-летнего Марка Кристи. Молодой человек переехал в этот жилой комплекс около 6 недель назад со своей девушкой и 1,5-годовалым сыном. Марк шел со своим ребенком на детскую площадку, когда Джуди заметила его. У него были развязаны шнурки на кроссовках, что показалось женщине странным. В панике она спросила его, не видел ли он Калли. Марк ответил «нет» и продолжил идти. Джуди позвонила в службу 911 и, охваченная ужасом, сообщила диспетчеру, что ее дочь пропала. Джуди осознавала, что она переживает худший кошмар каждого родителя. Ее ребенок пропал, и никто не знает, где он находится. «Я сразу позвонила в 911», – рассказала Джуди Daily Messenger. «Приехали пожарные и полиция, привели собаку, обыскали территорию, обошли и ничего не нашли». Той ночью Джуди не могла уснуть. Весь вечер она переживала, что Калли где-то одна, голодная и без мамы. Джуди старалась не думать о худшем, но внутреннее чутье подсказывало ей, что что-то не так. Она даже не представляла, насколько была права. На следующее утро к Джуди прибыли 2 детектива шерифа округа Монро. «Я была разбита, они задали мне миллион вопросов, поскольку я была последней, кто ее видел», сообщила Джуди репортеру Daily Messenger.
Джуди вспоминала, что полиция, не найдя никаких следов похищения и зацепок, стала рассматривать ее в качестве главного подозреваемого в деле исчезновения любимой дочери. Хоть она и знала, что это нормально, когда следователи допрашивают членов семьи пропавшего ребенка, ей было очень больно. Она думала о том, что если бы полиция сосредоточилась на обыске комплекса и допросе жильцов, то дело было бы раскрыто быстрее. В ночь исчезновения Кали, Патрик Кроу, а также следователи Томас Пасмор и Гэри Кайола спросили Джуди, есть ли кто-нибудь, кого она могла бы посчитать потенциальным подозреваемым. Сразу Джуди не смогла никого вспомнить. Тогда они спросили ее, есть ли кто-нибудь, кто проявлял внимание к Кали и кто недавно переехал в жилой комплекс. В ответ Джуди рассказала следователям, что Марк Кристи переехал в этот комплекс 6 недель назад и постоянно вызывал у нее мурашки по коже. При их встрече он говорил ей о том, как красиво Кали, и однажды спросил, скажет ли ей дочь, если кто-то попытается прикоснуться к ней неподобающим образом. Этот вопрос показался Джуди странным и тревожным. Джуди, насторожившись, ответила, что Кали придет к маме и расскажет об этом. Полицейские отправились к Марку сразу после разговора с Джуди. Марк Кристи имел судимость, но не совершал преступлений против детей. Он вырос в Хилтоне, штат Нью-Йорк, и в детстве его считали хулиганом. Несколько следователей часами допрашивали Марка, но он отрицал свою причастность к исчезновению Кали. Следователи полагали, что Марк лжет, но не хотели предупреждать его о том, что он находится под подозрением, чтобы тем самым не напугать его, так как он мог обратиться за помощью к адвокату. В течение следующих 2 лет Марк утверждал, что он невиновен. За это время полиция допросила десятки людей по поводу исчезновения Кали. В итоге Марк был исключен из числа подозреваемых. Свои подозрения с Марка сняли все, кроме следователей Пассамора и Кроу. Они оба поддерживали с Марком непринужденные отношения и говорили ему, что всегда готовы обсудить вопрос о воссоединении Кали с ее родителями, когда тот будет готов сотрудничать. Прорыв в деле. 9 августа 1996 года полиция, наконец, добилась прорыва в этом деле. Между Марком и его женой, переехавшими вместе с сыном в соседний округ Уэйн, произошла ссора, в ходе которой Марк признался в убийстве Кали. Это была тщетная попытка Марка добиться сочувствия со стороны жены, которая грозилась уйти от него из-за его странного поведения. Она сбежала от мужчины вместе с сыном, доехала до дома своего отца и позвонила в службу 911. Однако этого не было достаточно для вынесения обвинительного приговора, поскольку в штате Нью-Йорк действует супружеская привилегия, которая не позволяет одному из супругов давать показания против другого супруга. Защита стала бы оспаривать показания жены Марка в суде. В тот день следователь Кроу работал один. Узнав, что Марк все еще может быть у себя дома, Кроу немедленно поехал на другой конец округа, чтобы поговорить с ним. Когда он приехал, мать Марка стояла у входной двери и кричала, что у ее сына есть адвокат. Она категорически запретила ему ехать с детективом. Несмотря на протесты матери, Марк согласился выпить чашечку кофе с Кроу при условии, что после этого его отвезут к адвокату. Марк сел без наручников на переднее сиденье в полицейскую машину Кроу, на которой не было опознавательных знаков, и они начали обсуждать Кали. Марк сказал следователю, что расскажет ему все, как только поговорит со своим адвокатом. Кроу ответил Марку, что любой стоящий адвокат не позволит ему обсуждать произошедшее. «Ее родители могут никогда не узнать, что именно случилось с их ребенком», – произнес следователь, – «и страдала ли она?» «Она не страдала», – ответил Марк. Когда они ехали в Рочестер, Кроу спросил Марка, не хочет ли он пообедать. Марк согласился, и они отправились в итальянский ресторан «Ронконе». Марк заказал спагетти с курицей и пармезаном, а Кроу – лингвини с колбасой в томатном соусе. В ресторане царила непринужденная, уютная атмосфера, и вдруг Марк заговорил. Он рассказал Кроу, что лицо Кали преследовало его на объявлениях о пропавших детях. Ему не давало покоя и освещение этого дела на местном и национальном телевидении, например, в шоу «Самые разыскиваемые в Америке».
Зная, что Марк любит чувствовать себя хозяином положения, Кроу, чтобы потешить его самолюбие, сказал: «Ты победил полицию, честно и справедливо». Марк быстро поддался своему тщеславию, ведь он якобы смог обмануть следователей, и сам предложил рассказать Кроу, как ему удался его обман. Марк признался, что велосипед Кали находился в его доме в течение 3 дней после убийства ребенка, но полиция не заметила его при обыске квартиры. Он разобрал его на мелкие детали и спрятал их по всему дому. Убийца знал, что полиция не сможет искать такие мелкие предметы, поскольку для этого был нужен ордер на обыск. Полицейские работали в соответствии с исключением из-за неотложных обстоятельств. Их целью было успеть сохранить жизнь ребенка, а не искать улики, поэтому он спрятал части велосипеда в ящиках с одеждой. Его жена даже не знала об этом. Позже Марк незаметно вынес разобранный велосипед из дома в сумках с одеждой и проехал с ними на автомобиле полицейский блокпост у входа в жилой комплекс. Работники полиции собирались осмотреть автомобиль, но так и не попросили показать, что находится в его вещах. Затем он раскидал части велосипеда по всему округу. Кроу спросил Марка, как тот успел вынести тело Кали из дома еще до приезда полиции. Марк объяснил, что вокруг был хаос и вокруг было много людей, поэтому никто его не заметил. Позволив Марку по-прежнему чувствовать контроль над ситуацией, Кроу попросил его подумать о том, чтобы рассказать свою историю, иначе общественность сочтет его бесчувственным чудовищем. Следователь хотел внушить Марку, будто в смерти Кали нет его вины. Минимизация моральной вины преступника – это тактика допроса, широко используемая сотрудниками правоохранительных органов, которые пытаются добиться признания. Марк спросил, какой срок он может получить в тюрьме. Кроу ответил, что не менее 25 лет, но возможно и пожизненное заключение. На это Марк возразил, что быть разлученным с женой и сыном было бы несправедливо. Следователь сообщил Марку, что пришло время примириться с самим собой и Богом. Марк спросил о разрешении на встречу с женой и сыном и, получив утвердительный ответ, начал рассказывать, как он убил Кали. Сначала он снова повторил, что Кали не страдала, и добавил: «Я задушил ее, но ничего с ней не сделал». Марк рассказал, что девочка приехала к нему домой на своем велосипеде и спросила, можно ли ей поиграть с его сыном Алексом. Мужчина знал, что Джуди не одобрила бы этого, поэтому он впустил Кали и спрятал велосипед на кухне, чтобы никто не увидел его рядом с дверью квартиры. Затем Кали поднялась наверх в детскую комнату и стала играть с игрушками, а Марк пошел в свою спальню напротив. Через 10 минут молодой человек услышал, как Джуди вскрикивает имя дочери на улице. Он сказал, что запаниковал, увидев девочку в своей спальне, и поэтому задушил ее до смерти. Следователь Патрик Кроу чувствовал, будто Марк упускает важную часть истории. Он считал, что убийца домогался до Кали, пока мать была снаружи, и кричала так отчаянно и громко, что ребенок мог услышать ее голос. Задушив свою жертву, Марк отнес тело вниз и положил на пол в столовой. Он вышел на улицу со своим сыном, который присутствовал при жестоком убийстве девочки, и в этот момент столкнулся с Джуди на детской площадке, что впоследствии стало его неопровержимым алиби. Когда Марк вернулся в свою квартиру, он положил тело Кали в корзину для белья, накрыл одеялом и отнес в багажник машины. Вместе с маленьким сыном он поехал в компанию Nortel, где работал охранником. Марк подъехал сзади и поставил корзину для белья у входа в подсобное помещение. Затем он объехал здание и вошел в него через главный вход, сказав 2 охранникам, что он забыл что-то на работе и хочет это забрать. Марк прошел к заднему входу, где забрал тело Кали, взобрался на верхнюю площадку закрытого резервуара с охлаждающей жидкостью емкостью 113 тысяч литров, открыл люк и сбросил в него бездыханное тело девочки. Кроу спросил у жестокого преступника, разрезал ли он Кали живот, чтобы она не всплыла наверх. Марк ответил, что он нашел металлический кусок оборудования и привязал его к телу Кали, чтобы утяжелить его. После этого следователь уточнил у Марка, сохранил ли он одеяло или одежду Кали. Марк сообщил, что избавился от всего и даже оставил серьги Кали в ее ушах.
Когда они прибыли в отдел полиции, Кроу дал Марку телефон, чтобы тот позвонил своему адвокату. В ту же ночь он был арестован и обвинен в убийстве Кали, за что был приговорен к тюремному заключению на срок от 25 лет до пожизненного заключения. Марк Кристи сейчас. Находясь в заключении, в 2011 году Марк признался еще в одном преступлении, а именно в убийстве Виолы Мэнвилл, которое произошло за 6 лет до убийства Кали. Это позволило оправдать Фрэнка Стерлинга, по ошибке отсидевшего в тюрьме 18 лет вместо настоящего виновника. Отец Кали не раз сокрушался, что если бы Марка арестовали за убийство Виолы раньше, то его дочь могла бы быть жива. В настоящее время Марк отбывает срок в исправительном учреждении Синг-Синг в Осининге, штат Нью-Йорк. После признания в другом убийстве его тюремный срок увеличился на 20 лет. В 2021 году законодатели Нью-Йорка предложили ввести закон об условно-досрочном освобождении пожилых заключенных. Закон позволит любому человеку в возрасте от 55 лет и старше, отсидевшему не менее 15 лет, получить право на слушание по вопросу об условно-досрочном освобождении. Это означает, что Марк Кристи может выйти на свободу в 2027 году. «Это невероятно», — сказала Джуди репортеру газеты Sun Coast Today. «Я думала, что этого не может быть. Я имею в виду, это самая нелогичная вещь, которую я когда-либо слышала в своей жизни. Мысль о том, что он действительно может быть свободен и вернется в общество, непостижима. Я приговорена пожизненно существовать без моей дочери». По состоянию на 2023 год закон об условно-досрочном освобождении пожилых людей все еще находится на рассмотрении в Сенате штата Нью-Йорк. Память о Кали. Следователи раскрыли дело об исчезновении и убийстве Кали Энн Полтон благодаря отличной полицейской работе Кроу и интуиции Джуди в самом начале расследования. Впоследствии Кроу стал автором нескольких книг, в том числе «Совратители среди наших детей», в которой была описана история Кали, и сейчас выступает перед другими следователями по всей стране. Джуди была потрясена признанием Марка, поскольку всегда верила и надеялась, что Кали жива. Хотя она до глубины души опустошена потерей дочери, она чувствовала, что навсегда осталась в долгу перед Кроу за то, что он не отказался от дела. Джуди наконец получила ответы на свои вопросы, что лишь частично облегчило ее боль. Кали была похоронена в округе Монро. На ее могиле установлено красивое надгробие из черного гранита с выгравированным портретом. Участок Кали – это место воспоминаний, украшенное колокольчиками, цветными камнями и памятными вещицами. В память о Кали местные жители и общественные деятели разбили прекрасный, вечно цветущий сад, куда до сих пор приходят люди, оставляя воздушные шары и мягкие игрушки. Спустя 25 лет после убийства Кали, ее мама Джуди все еще посещает детскую площадку на Глисон Сёркл и этот садик, чтобы вспомнить свою прекрасную дочь. Джуди никогда не позволяла горю поглотить ее, потому что считает, что человек, виновный в ее скорби, не стоит того. Пережив травму от потери дочери, Джуди больше никогда не имела детей. Сейчас она живет со своим мужем, Флойдом Тошем, с которым состоит в браке уже 20 лет. Дорогие гости и подписчики канала, как вам кажется, имеют ли право такие жестокие преступники, как Марк Кристи, выходить из тюрьмы досрочно и возвращаться в общество, если новый закон США вступит в силу? Давайте порассуждаем вместе. Свои ответы пишите в комментариях. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.
Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.